Добрый день, друзья! Пожалуй, самое любимое печенье, которое чаще всего пекут дома, это песочное. Приготовить печенье совсем несложно, даже если вы не сильны в выпечке. И сегодня я предлагаю его сделать в виде шишек. Такие печенюшки очень органично смотрятся на столе во время зимних праздников. В миску кладем 120 грамм размягченного сливочного масла. Добавляем к нему щепотку соли. Если будете использовать маргарин, соль не кладите. Также всыпаем 1 грамм ванилина и 100 грамм сахара. При помощи силиконовой лопатки или обычной вилки перетираем все до однородной массы. Также сюда вбиваем одно яйцо и соединяем его с маслом. Теперь всыпаем пол чайной ложки разрыхлителя. И 250 грамм просеянной муки. Муку перемешиваем с основной массой лопаткой, а затем продолжаем работать руками. Когда вмешали всю муку, переходим работать на стол. Я всегда на стол стелю силиконовый коврик. Выкладываем на него тесто и муку больше не добавляем. Обминаем тесто буквально 1-2 минуты до гладкости и эластичности. Песочное печенье я буду делать с начинкой. Буду использовать темный шоколад, который для удобства разломала на более маленькие кусочки. Посмотрите, какое у нас получилось мягкое тесто. Ну и мы плавно переходим к самому интересному. Шишки из теста мы будем делать с помощью терки. Дырочки должны быть круглыми и с вот такими зубчиками. Итак, отщипываем небольшой кусочек теста. Приплющиваем его ладонью. На центр кладем 2 маленьких кусочка шоколада. Заворачиваем 2 края теста, хорошо защипываем края. Берем в руки и округляем. Делаем маленький пирожок. Затем кладем его на терку и слегка придавливаем. С обратной стороны это выглядит вот так. Придаем овальную форму и аккуратно снимаем с терки. Получается вот такое красивое печенье. Согласитесь, оно очень похоже на шишку. То же самое проделываем и с остальным тестом. Из данного количества ингредиентов у меня получается обычно 9-10 штук. Сегодня вышло 9 печенек. Заготовки кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 15-17 минут. Кроме шоколада, мне еще нравится это печенье с вареной сгущенкой и орешками. Обычно я кладу арахис, но также можно положить и курагу, и чернослив, любую начинку на ваш вкус. А мое печенье готово. По желанию, после остывания его можно присыпать сахарной пудрой. Пробуйте приготовить сами, а еще я рекомендую сделать печенье-снежки. По вкусу оно очень сильно напоминает мне сливочную колбаску из детства. Ссылку на рецепт оставлю внизу под видео. Старайтесь радовать себя чаще и создавать атмосферу тепла и уюта в доме, а я вам в этом помогу. Готовьте вместе со мной. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».